Пам-пам. Прям выпуск зашкваров такой будет. Black Star, допинговый скандал, про LG не хочу рассказывать. Привет, я Руслан Усачев, и сегодня расскажу вам о самых интересных новостях и событиях, которые происходили в России и в мире за последнее время. Пам-пам. Если вы уже устали от новой волны рэпа с их примитивными битами, репетативными песнями и исполнителями, которые выглядят одинаково, то, камон, во-первых, вы в детстве слушали еще большее калище, а во-вторых, новая школа, не успев как следует задолбать, начинает потихоньку отмирать. В буквальном смысле, начиная со смерти рэпера Лил Пипа. Не путайте его с Лил Пампом, Лил Узи Вертом, Лил Вейном и тем более Лил Диком. 21-летний рэпер не войдет никогда в клуб 27, потому что он откинулся от передозировки наркотиков. Точнее, он замешал коктейль из успокоительных, опиатов, взбитых сливок, малинки. Но по финалу важно, что все его песни о депрессии, о внутренней пустоте оказались не наигранными, у чувака реально были проблемы. В России парень был известен благодаря клипу «Гелик», поэтому, возможно, в комментариях уже бурлят фанаты. Ребята, я вообще никоим образом не критикую его творчество. Нет, я говорю по фактам. Он закидывался всякой дрянью и получил то, что получил. Да и если он устроил себе сам передозировку успокоительных, то в некотором смысле он получил то, что и хотел. Успокоился. Навечно. Пам-пам. 115 миллиардов рублей, что немало, было за 9 месяцев этого года потрачено в России на рекламу в интернете. Примечательно то, что, скорее всего, это первый раз в истории, когда объемы интернет-рекламы больше, чем телевизионной. Естественно, впереди еще будут новогодние эфиры, когда каждая секунда стоит как Боинг, но все равно приятно. Вы можете заметить, что я снимаю это видео не из своего личного пентхауса в Нью-Йорке, то есть не все эти 115 миллиардов идут на покупку продажных блогеров, в основном это всякие скучные там прероллы, баннеры и прочее. Фигня. Но видны сдвиги на YouTube, появляются здесь интересные рекламные кампании. Из последнего, однако, которую хочу так весьма нативно рассказать сейчас. Это рекламная кампания шампуня Nivea с Сергеем Дружко, который, как некоторые могли заметить, лысый. Но, как говорится, если шампунь не идет контент-мейкеру, значит, контент-мейкер идет к шампуню. Но это совершенно не мешает ему строить целую сюжетную линию из рекламных интеграций, где он пытается получить контракт с Nivea, и там даже снимался, насколько я знаю, настоящий директор по маркетингу Nivea, француз. Тут два вопроса. Во-первых, получится ли в конце этого сериала Дружко получить этот желанный контракт с Nivea? Второе, является ли мой рассказ о рекламной интеграции Nivea в Дружко шоу рекламной интеграции Nivea в Усачев Today? Действительно ли YouTube стал настолько сложным, что здесь появляются рекламные интеграции рекламных интеграций? Пам-пам. Регулярный спонсор рубрики «Зашквар недели» Black Star Mafia. Если не брать историю того, что LG заблочил клип на песню Федука «Розовое вино», где сам был просто на подпевках, не хочется об этом рассказывать. Black Star, да. Black Star вы, возможно, не знаете, и это вполне нормально, потому что, скорее всего, вы не тратите такое большое количество свободного времени, как я, чтобы разбираться во всем этом говнище. Так вот, это не только рэп, бургеры и милаха Кристины Си. Это целая группа компаний. Есть Тимати, который отвечает за 3 вещи. Он нанимает статистов, чтобы заполнить Олимпийский, он жарит бургеры вместе с Рамзаном Кадыровым в Грозном и... рэп читает. Иногда читает рэп, да, все время из башки вылетает. И есть его соучредители, которые занимаются бизнесом, пытаются деньги зарабатывать. И у них весьма странная стратегия. Они примерно раз в 2-3 месяца заявляют о новом направлении деятельности Black Star. Я думаю, что 90% из вас, и давайте проверим, вот здесь будет голосовалка, никогда не слышали, что существует агентство по работе с футболистами Black Star, или что существует киберспортивная команда Black Star, или террористическая ячейка Black Star. Не, про рэп я уже говорил. И так как об этом никто особо не слышит, примерно понятно, насколько это хорошо функционирует. Я свечку не держал, но ощущение, что просто к ним к офису подходят чуваки, которые, не особо удачливые бизнесмены, и предлагают им свои идеи. Дайте денег, и мы сделаем киберспортивную команду Black Star. А нам что с этого? Мы будем любить Тимати. Продано! Это банковская карточка, но я не могу ее показывать, потому что вы задислайкаете видео. Я подвожу к теме. Терпение.
Бургер зашквара дожаривается. Последнее объявление. Black Star заявили о том, что они открывают студию по разработке веб-сайтов. Black Target. Попробуйте догадаться, что случилось. Я не дам вам даже времени догадываться. Они украли дизайн сайта у бразильской компании. Такое же нарочно не придумали. Они даже украли фотографию одного из разработчиков. То есть, конечно, возможно, что у Касаткина Владислава есть брат-близнец в Бразилии. И они оба веб-разработчики. И они оба создали одинаковые сайты. Возможно. Ну, либо Black Star облажался. То есть тут как бы 50 на 50. Кстати, бразильцы не растерялись и предложили Тимати помочь с разработкой нормального нового веб-сайта. И я бы на месте Тимати задумался и прекратил все это. Вот прям реально, вот все это бы уже... Ну, типа ты взрослый мужик уже, ну серьезно, у тебя ребенок есть. Вот пойдет в детский садик, он такой: привет, мой папа Тимати. Все, нет детства. Все, чувак, я тебе как отец отцу. Веб-разработка Тимати. Чего? Ладно, раз уж пошла эта рэперская тема, давайте про LG. Это просто, знаете, одна из главных песен лета. «Розовое вино», LG и Федук. Да, возможно, вам не нравится. Пофиг, история очень смешная. LG и Федук, две молодые звездочки. У них вот есть супер трек, и они очень долго не выпускали клип. Прям вот, неприлично долго, что начали уже песню подзабывать. Тем не менее, съездили куда-то в Азию, 2 месяца монтировали клип, выложили его на канале Федука, он за первые 1,5 дня собирает 2 миллиона просмотров и блокируется. Блокируется по заявке LG за нарушение его авторских прав. Скорее всего, сработало то, что на канале LG изначально была аудиоверсия трека, и с точки зрения YouTube это было загружено раньше, значит, он прав, он владеет правами. Зашквар же в том, что это песня Федука. То есть чувак, который просто исполнил куплет, и если посмотреть клип, это становится абсолютно очевидным, заявил права на все. Я представляю, как СТ сейчас начинает блокировать все последние клипы Ленинграда, потому что он там зачитал. И для справки неплохо. Есть вопрос, зачем блокировать? При этом вот вариант «мне не понравился клип». Тогда сначала свои предыдущие видео заблокируй. Моя версия. LG посмотрел клип и увидел по реакции на него, что люди начинают догадываться, что его главный хит поет не он. То есть они даже на радио заявляли LG «Розовое вино» без Федука, а тут люди начинают интересоваться. Секундочку, а что это за второй чувак, который, собственно, припев поет? И почему он все время выглядит как тот старый мем? Кстати, зацените уровень величия артиста, вот вам цитата. «Оценив ситуацию трезво, решил не губить Федуку карьеру, видео вернется». Видала ли Россия когда-нибудь столь благородного рыцаря? Чувак, типа, серьезно? Это песня, благодаря которой ты вообще хоть кому-то нужен. Ты там 2 строчки зачитываешь. Какую карьеру? Ты что, вообще слепой иронии не видишь? Ах да. Если серьезно, я надеюсь, что ребята не будут ругаться, потому что, допустим, объективно, я посмотрел клип, и Федук очень бледно выглядит на фоне LG, который намного интереснее и выглядит и двигается в кадре. Он более яркий артист. И я очень надеюсь. Даже рассчитываю и жду, что в ближайшее время LG без всяких там Федуков и без кого угодно запишет трек, который вот на одном видео с картинкой статичной соберет 30 миллионов просмотров. Ведь пока что так. Найс. Пам-пам. Good news, everyone! Кажется, Россия сэкономит огромные бюджетные средства в новом году, ведь мы не поедем на Олимпиаду. Я просто стараюсь, знаете, как-то во всем искать позитивные стороны, чтобы не закончить как Lil Peep. Это, конечно, еще не точно, но все идет к тому, что мы пропустим еще одну Олимпиаду. В чем ситуация? Помните, пару лет назад Россию обвинили в том, что наша антидопинговая лаборатория не выполняла свою работу. Из-за этого результаты большого количества атлетов были аннулированы. Полетели головы, полетели медали, что в принципе логично, когда у тебя нет головы, медаль достаточно легко слетает. Тогда наша сборная пропустила летнюю Олимпиаду в Рио, и с тех пор ничего особо не изменилось. Россия не признает вины, а Международное антидопинговое агентство говорит, что никакие замечания не были учтены и исправлены. С их точки зрения, российское антидопинговое агентство такое же антидопинговое, как антихайп гнойного ведущего шоу на СТС. Вы поняли, рэперская метафора. Панч. Воинствующие патриоты, возможно, отметят, это все американские политические игры, чтобы мы перестали верить Путину и не пошли на выборы.
Но, камон, мы и так не ходим на выборы, что, зачем? Если серьезно, Олимпиада — это, конечно же, и политические игры тоже глупо отрицать. Но мы же не возмущались, когда сами использовали Олимпиаду в Сочи, чтобы всему миру показать, какие мы классные, а через год попасть под санкции и все просрать. Я до сих пор не понимаю логики. Зачем было стараться? Теперь мы видим обратную сторону олимпийской медали. Некоторые СМИ об этом писали, но это не сильно афишируется. Дело в том, что начали лишать медалей призеров Сочи. И если снимут еще одну-две медали, то мы можем лишиться первого места в общем зачете, что на самом деле очень печально, потому что Олимпиада в Сочи — это та штука, которой было приятно гордиться. Напрашивается вывод: виновата власть. Американская. Сначала Обама начал быть виноватым, и Трамп продолжает быть виноватым. Пам-пам. Рекомендовать сегодня буду весьма уникальную вещь. Она одновременно и как бы новая в каком-то смысле, но в то же время она абсолютно, как мы любим, как мы, дети 90-х, любим, с ностальгическим привкусом. Иван Дорн, видимо, в рамках промо своего нового концерта решил показать раннюю версию, первую версию клипа на его легендарную песню «Стыцман». Ну вот на эту. Вот сейчас честно, если я этим не заслужил, то, что вы поделитесь этим видео там в Фейсбуке или ВКонтакте каким-то образом, что поднимет мне цитируемость и выведет меня в тренды, вот это все, ради чего здесь мы стараемся, я уже не знаю, что поможет. Дорн, да, Дорн. Он сейчас пытается покорять Запад, он экспериментирует со звучанием, это очень круто, только дополнительный респект с моей стороны вызывает, потому что, ну, я представляю, насколько был большой соблазн продолжить записывать одинаковые песни и рубить бабла. Но чувак решил заниматься творчеством, экспериментировать, это очень круто. Но в то же время его первый хит, он навсегда в сердечке. Ссылка на эту первую версию клипа есть в описании, я сразу вас предупреждаю, что как бы официальный клип, который мы все знаем, он куда более атмосферный, куда более классный, но и вот ту непоказанную версию, начальную, тоже прикольно посмотреть. Знаете, как какая-нибудь альтернативная концовка фильма или режиссерский монтаж на DVD. Кто сейчас DVD смотрит? Пам-пам. Это все новости на сегодня. Большое спасибо, что смотрели. Надеюсь, ваше настроение поднялось. Вы там нажали лайк на канал, подписались. Это уже все помогает развитию канала. И я могу снимать такие же видео с мерцающим светом. Потому что классно. Можете нажать на это видео, оно нажмется и перекинет вас в другой ролик. Так работает все на YouTube. С вами был Руслан Усачев. Пока.